Вечером 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсуддинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в поселке Горной Читинской области. Он убил 8 солдат и офицеров и тяжело ранил еще 2. Трое сослуживцев Шамсуддинова, которым удалось спрятаться от пуль за стоящим бронетранспортером, рассказали следователям, что Шамсуддинов приказал лейтенанту Пьянкову и другим военнослужащим лечь и расстреливал их уже на земле, стараясь попасть в голову. Стрелка обезоружили и задержали на месте. Читинский гарнизонный военный суд арестовал его пока что на 2 месяца. Шамсуддинову грозит длительный тюремный срок вплоть до пожизненного. Минобороны утверждает, что причиной происшествия стал нервный срыв солдата, якобы не связанный с военной службой. Но ни родные, ни знакомые Шамсуддинова, ни его бывшие сослуживцы в эту версию не верят и предполагают, что он взялся за оружие из-за неуставных отношений в части. Некоторые бывшие срочники прямо рассказывают об издевательствах и травле, которым их подвергал один из погибших, старший лейтенант Даниил Пьянков. Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал. Когда я заступил в свой первый караул, мне не давали спать 4 ночи подряд и заставляли учить устав. Был и еще один инцидент. Пьянков сам совершил проступок и выместил злость на солдатах, заставил их 5 часов подряд снимать и надевать защитный костюм. Поворотным эпизодом в судьбе Шамсуддинова стало его назначение в подразделение немедленного реагирования, группу в составе 15 человек, включая 3 офицеров, во главе со старшим лейтенантом Пьянковым. В их задачи входила охрана территории воинской части. С соратниками у Рамиля отношения не сложились. Практически каждый из них норовил ударить, унизить и принудить его к сверхурочной неуставной работе. А Пьянков за всякую мнимую провинность заставлял Шамсуддинова выполнять спортивные упражнения. В четверг, 24 октября, в 8 часов вечера Рамилю полагалось идти на отдых, однако Пьянков отправил его на построение вместе с рядовыми Алеевым и Графовым. Им было приказано учить воинский устав, только в 5 часов утра им разрешили идти спать. В 7 утра, во время доставки завтрака, стало известно о скором прибытии проверяющей инспекции из Хабаровска. Это обстоятельство привело к увеличению трудовой нагрузки для Рамиля. Сначала ему пришлось прибираться в умывальном помещении, а после обеда Пьянков указал Шамсуддинову почистить унитаз в туалете караульного помещения, за уборку которого отвечал именно Рамиль. Он отказался выполнять приказ, расценив его как очередное желание командира уязвить его достоинство. Узнав о саботаже, Пьянков пригрозил ему почистить унитаз его собственным лицом, что и попытался сделать, схватив Рамиля за голову и намереваясь окунуть в отхожее место. Потасовка, в ходе которой лейтенант едва удержался от нанесения побоев, окончилась безрезультатно. Юноша оказал сопротивление. Тогда лейтенант передал Рамиля в распоряжение сержанта Ковалева, разрешив ему применить к Шамсуддинову любое насилие, только бы тот вычистил уборную. Вопреки угрозам Ковалева, солдат продолжал настаивать на своем. Сержант перешел к рукоприкладству. Нанося один удар за другим, он требовал от рядового выполнить порученное задание. После всех издевательств Рамиль не выдержал и решил наказать обидчиков. По словам служащих части, после трагического инцидента им отменили все увольнительные. В части якобы искали телефон стрелка и даже неофициально объявили награду за мобильный Шамсуддинова. Всем спасибо за просмотр. Если вы интересуетесь новостями и политикой, то подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Можете поставить лайк, а также написать несколько комментариев.